Прошу любить и жаловать Эдуард Краков, Эдди Краков, клавишник группы Stormy Atmosphere. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Вот я хочу сказать нашим зрителям только, что мы с Эдиком знакомы и за пределами студии долгое время в КВН пересекались, но в определенный момент жизни я узнал о том, что вот этот вот с виду спокойный человек занимается очень неспокойной музыкой, очень шумной, жестко тяжелой музыкой. Расскажи немного о жанре, в котором ты работаешь. Вы работаете как коллектив. Наша группа называется Stormy Atmosphere. Наша группа существует с 2002 года. Мы работаем в жанре прогрессив метал, прогрессив арт метал. Такой чуть-чуть интересный, сложный жанр, который в себя, туда входит несколько других жанров, как классическая музыка. У нас есть оперная певица, есть певец, который приносит такой рок и металл в нашу группу, есть джазовые элементы, То есть один электронные. певица, который бережет свои связки, а певец, который не бережет, не связки. Да. Но, для того, чтобы было понятнее нашим зрителям, те, которые даже не разбираются в нюансах тяжелого рока, дай посмотрим фрагмент вашей композиции, а потом продолжим беседу. С удовольствием. Внимание на экран. На самом-то интересно, Да, когда все разгонялось. всё Ладно, это наш режиссер поберег тех, кто не готов. Потому что жанр действительно очень интересный и серьезный. Да? Вот многим кажется, что вот пришли ребята, нашумели в свои динамики, а ведь за этим стоит действительно серьезная подготовка. Расскажи немного о том, как пишется такая музыка, как вы репетируете, вообще как рождаются идеи мелодии и аранжировки. Ну, это берет, соответственно, время, потому что много вкладывается мыслей и так далее, и в музыку, и в лирику. Почему? Потому что, например, вот наш последний альбом, например, он концептуальный. Как он называется? Он называется Pent Letters. Вот и концепция? Концепция такая. Есть две параллельные истории. Первая, как бы такая вот оболочка. Человек попадает в тюрьму и встречает многие трудности и до тюрьмы, и в тюрьме. Да. Но чтобы вот перебороть эти трудности, он находит библиотеку, в которой есть книги. И вот эти вот рассказы классических произведений его спасают и дают ему более легко пройти эту нелегкую миссию. Облегчает ему путь, понятно. Да. И там есть какое-то развитие от песни к песне. Есть развитие, есть параллельно ждет его подруга, жена и так далее, девушка, и они переписываются. И каждая песня, которая рассказывает о книгах, тоже как бы полностью рассказывает свою историю. А почему вы выбрали такую тему? Мы увидели вот такую вот параллель, мы выбрали такие книги, в которых как бы герой тоже как бы должен пройти какой-то путь тяжелый к какому-то спасению, к какому-то своему пониманию. И шли мы к этому, потому что мы увидели, что молодое поколение сегодня не знает, что такое, или многие не знают, что такое книги. И книги заменили книги, соцсети, интернет, компьютеры и так далее. И мы хотели как бы что-то вернуть, что-то попытаться рассказать, вернуть что к этому есть интерес. В этих книгах. Да. Очень, кстати, очень благородное и интересное занятие. То есть вы и сами, готовясь к выпуску альбома, прочли, наверное, немало книг, немало текстов. Совершенно верно, да, пришлось поработать. Сами прошли вот такой какой-нибудь путь
может быть, не такой же, как у героя вашего, но хотя бы параллельный. Именно так оно и было, да, действительно. Давно, может быть, и читаем все время, но, может быть, не читали классику какую-то, эти книги, которые такие более суровые, серьезные и так далее. И да, пришлось почитать и А какая изучить книга заново. лично тебя вдохновила больше всего? Есть такая? Мы рассказываем, тут у нас 6 песен на 6 книгах, и все 6 действительно А какие, вдохновили может быть? и в детстве, и Может быть, мы сейчас. порекомендуем и себе, и «Мастер и зрителям? Маргарита» очень уважаю, люблю и перечитывал много раз. Дориан Грей, картина Дориан Грей. Что еще? «Преступление и наказание», «Граф почему-то Монте-Кристо» и так далее. Да. А вот под новым альбомом лежит, наверное, совсем старый? Книги. Нет, вот под новым альбомом. Под новым альбомом лежит Если бы он был совсем первый старым, он бы альбом. был на кассете. Наверное, Но поскольку он на диске, да. то не совсем Или на старый. виниле, Это хотя первый сейчас альбом. это все возвращается, да, и многие выпускают, да, на пластинках. А первый альбом о чем был? Первый альбом не совсем концептуальный, но как бы можно было объединить все песни. Он называется Colorblind, это дальтоник. Рассказывает о разном видении разных людей, нас как люди и так далее. Вы почувствовали какой-то скачок от первого к второму альбому в вашем понимании своего творчества? Я считаю, что да, был большой скачок и в плане написания материала и музыкальной точки зрения, и лирики, и проделана, опять же, как я рассказал, большая работа. В плане музыкальном, я думаю, мы продвинулись, и мышление чуть-чуть у нас изменилось в плане музыки и так далее. Я очень этому рад, потому что мы с тобой беседовали несколько лет назад, и когда я вновь увидел, что вы продолжаете заниматься и развиваться, я понял, что и тогда это все было серьезно, и не просто так казалось серьезно. Знаешь, когда люди начинают, часто это вот такое очень яркое увлечение, и потом это заходит в какой-то тупик. Я очень рад, что у вас это продолжает и развивается. И более того, вас узнают и за рубежом. Я так понял, что вы сейчас объехали немало стран со своими концертами. Совершенно верно. В прошлом году у нас был весь год такой насыщенный. Мы начали в конце 2014-го, да, наш тур в связи с выходом нашего альбома, который мы подписали в 2015-м в мировом лейбле Metal Scrap. Мы начали наши туры в Польше, Словакии, несколько концертов, 6 городов. Потом мы были на большом фестивале в Грузии. И завершили этот большой наш мировой турне. Пока что, я надеюсь, скоро он возобновится на Украине. Украине. Кстати, вот по поводу Грузии, я был в Батуми, и там встретил немало поклонников такого жанра. Для меня это было удивлением, потому что я думал, что... Ну, не знаю, больше... Я себе представлял Грузию, ты понимаешь, да, с грузинскими напевами и так далее, фольклором. Оказалось, очень много поклонников тяжелого музыкального рок-жанра. Банально сейчас прозвучит вопрос о планах на будущее, но все-таки помимо продолжения тура, есть ли уже какие-то мысли о следующем альбоме, о следующей концепции, может быть, какие-то новые решения, эксперименты? Да, мы идем, мы стараемся всегда идти вперед, не останавливаться. Впереди, я надеюсь, скоро мы начали писать новый наш 3-й альбом. Он тоже будет концептуальный, но совершенно с другой концепцией, совершенно с другой сказкой, рассказом и так далее. В общем, продолжение следует. Да, Ну а есть ли какой-то концерт в ближайшее время в Израиле, где можно прийти и вас посмотреть, послушать? Да, очень скоро будет наш концерт в эту субботу, Муцей Шаббат, как у нас говорят, в Раанане. Мы начали такое вот всеизраильское турне для сбора денег. Кампания для сбора на 3-й альбом, на запись, на продакшн, на микширование и так далее. Мы это делаем чуть-чуть иначе. Сегодня все пытаются как-то собрать через интернет. Мы решили как-то фронтально
попробовать это сделать на концертах. Вход на концерт мы постараемся, у нас пока получается, сбросить на минимум, чтобы для слушателя это не было сложно, чтобы больше слушателей приходили на наши концерты. И поэтому мы делаем по всему Израилю. А там уже, А там уже кто захочет, тот поможет. У нас будет такой ящик. Ну, меня радует это возвращение к технологиям прошлого. И к книгам вы возвращаете народ, и от интернета обратно вот на такие вот концертные сборы. Я думаю, что достаточно ваших поклонников, которые придут. Может быть, начнешь тоже что-то увидеть и захочешь помочь ребятам записать новый 3-й альбом. Эдик, огромное спасибо, что пришел. Спасибо. Привет большое. всей банде от нашего канала. Приходите к нам, радуйте новыми победами, достижениями, творчеством. Вам всяческих успехов. Спасибо. До встречи.